Добрый день, друзья! Меня зовут Таня, и вы на канале DIY Oct Project. Добро пожаловать! Берите чашечку кофе, устраивайтесь поудобнее и давайте смотреть наш подробный мастер-класс по созданию вот такого оленя по вашим просьбам. Но для начала у меня на канале проходит розыгрыш такого оленя, который будет разыгрываться 25 декабря. И вы можете успеть забрать его себе. Вот она, наша проволочка. Диаметр 3. Первым делом делаем обводку торса и головы, а рожки, ножки, ушки это уже потом. Лучше одеть перчатки, иначе мозолей не избежать. Отрезайте чуть-чуть с напуском, чтобы можно было соединить две проволоки. Я соединила в районе задних ножек. Теперь он катается, надо его выровнять в одну плоскость. Ну вот, примерно так. Теперь по этому шаблону нам нужно согнуть следующую проволоку и сразу соединю изолентой, чтобы наша проволока не убегала от нас. Итак, я проделаю периодически через какое-то расстояние, удобное для вас. И так мы делаем до тех пор, пока не соединим здесь. Теперь нужно вот эти вот половинки, вот эту проволочку соединить точно так же, как и первую. На изоленте главное не экономить совершенно, брать самую хорошую, иначе от этого зависит крепкость вашего оленя. Вот у нас такая вот уточка получилась пока что, на оленя мало похоже, ну это ведь еще не конец. Сейчас приступаем к лапочкам нашим. Проволоки я дала максимальный запас, примерно 10 сантиметров. И дальше выгибаю уже по шаблону. Да, кстати, для большего удобства я отрезала изначально проволоку примерно 90 сантиметров длиной, для того, чтобы весь рулон проволоки не мешал мне в работе. Ну а пока что я хотела бы вас попросить не забыть подписаться на мой канал, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик рядом с красной кнопочкой и поставьте пальчик вверх. Мне очень важно понимать, что мое творчество вам полезно. Я дала чуть-чуть больше ширину копыта для того, чтобы олень был больше устойчив. Точно так делаем с каждой ножкой. Переходим к задним. Посмотрите, эта лапа, она длиннее по рисунку, чем задние две. Это потому, что этот рисунок был сделан в проекции, где эта лапа ближе как будто бы к камере. Эти, значит, задние надо просто вытянуть до длины передней. И отмеряем ширину копыта, так же, как и в первом случае. Друзья, пока что я хочу вам дать такую информацию. Если мое видео вам окажется слишком быстрым и вам хотелось бы замедлить его, YouTube дарит вам такую функцию. Для этого вы должны зайти в настройки показа этого видео и выбрать подходящую вам скорость. Вот и все. Здесь примерно заканчивается живот, здесь по идее должна заканчиваться ножка, значит припуск я даю отсюда, чуть длиннее, чем до этого. Вот таким вот образом я удлинила последнюю лапку. Но они у нас плоские. И для того, чтобы придать им 3D объема, выпуклость, нам нужно выгнуть проволоку не по контуру, а посередине нашей формы. Как будто бы прорисовываете линию, гнете проволочку, изгибаете также, доходите до основания. И здесь сгинаете перпендикулярную плоскость.
Теперь отмеряйте ширину копыта и опять закручиваете. И теперь сгинайте несогнутую проволоку по этой вот. И в результате вот что должно получиться. После чего потом они просто соединятся крестообразно в основании копыта. То же самое делаем с остальными тремя лапками. Переходим к рогам. Здесь нарисовано ушко. На него мы внимания не обращаем, обводим только роги и все. А ушки будут отдельно. Кстати, обратите внимание, абсолютной точности я не добиваюсь, потому что работая с проволокой еще с такой толщины, это практически невозможно. Поэтому я просто примерно ввожу там, ну хотя бы приблизительно напоминающий шаблон. Вот такой рог я изогнула. Теперь по этому образцу я буду вести проволоку уже второго рога, периодически скрепляя изолентой. Теперь вот эти вот две плоскости мы соединяем крестообразно у основания. Сначала соединяем в одну сторону, затем в противоположную крестообразно. Теперь устанавливаем опорное колечко, которое я изогнула из отрезка проволоки 15 сантиметров. Я их еще не соединяла изолентой, потому что где-то ножка будет уже, где-то шире, то есть буду уже регулировать по ножке. Тоже у основания, чтобы держала форму крестика. На каждой лапке я уже установила 2 опорных колечка. Также я подровняла низ копыта для того, чтобы он стоял более устойчиво. Теперь торс оленя. Торс оленя мы освободили от изоленты. Оставили только на кончике мордочки и хвостика, для того, чтобы наши половинки не убежали. И теперь располагаем вот такие колечки. Самая маленькая в районе головы. У меня 3 опорных колечка. Самая маленькая 45 сантиметров. Крепим здесь, где вы сейчас видите. 57 сантиметров в районе задних лапок и 60 сантиметров на брюшке. Теперь постепенно можно освобождать и его мордочку. Колечко я прикрутила пока к одной половинке лекала. Теперь через расстояние, пускай мордочки у нас смотрят не вместе, потом мы их соединим. Теперь располагаем колечко в районе передних лапок и задних. Второе колечко я уже тоже прикрепила в месте хохолка оленя и там, где будут крепиться передние лапки. Нужно хорошенько зафиксировать носик. Для этого я сделала вот такой вот кружочек из проволочки и фиксируем его в основании. Основную работу мы с вами уже сделали. Мы соединили все опорные кольца и наши 2 лекала. И, кстати, важны не только ровно расположенные лекала, но и кольца. Чтобы не было так, что один бок у нас будет более выпуклый, чем второй. А теперь нужно ему дать четкий объем и завершенный вид. Для этого мы проволочкой, отрезком проволока будем проходить вдоль туловища, формируя его талию, изгибы, бедра. В общем, будем скульпторами. К нашему каркасу я уже установила 3 проволочки вспомогательные. Теперь осталось то же самое сделать и с этой стороной. Заранее для удобства я отрезала 6 проволок по 75 сантиметров. Скелет туловища оленя уже полностью готово. Крепим к нему лапки. А главное, не перепутайте их. Посмотрите по рисунку и делайте как надо. Вспомните, я здесь давала припуски. Эти припуски нам нужно отгибать и крепить уже к нашему скелету туловища.
Заднюю лапку я уже скрепила к коленю, к животику. Потом еще одна проволочка под хвостиком. Одна будет скрепляться на внешней стороне бедра и одна между ножек. Но здесь длинная проволочка, нужно ее подкоротить. Я уже подрезала, подогнула, и теперь нужно прикреплять. Переходим к внешней части бедра. Теперь вторая задняя лапка. Крепим также вот эти линии, передняя, задняя, крепится к лекалу торса, а боковые уже по кольцу. Две задние ноги установлены. Теперь на той стороне, где лапа ушла назад, по тому боку устанавливаем переднюю опорную ногу. Ее нужно установить качественно, потому что она держит вперед оленя. Размещаться, крепиться эти проволоки будут. Задняя проволочка ножки На лекале, на торсе, на животике. Передняя часть ножки по лекалу на грудке. Боковая между ножек. И внешняя боковая вот здесь. Вот наш красавец стоит уже на 3 лапках. Осталось прикрепить 4-ю. Делаем все то же самое, что и с остальными. Все лапки нашего оленя на месте. Осталось еще сделать дополнительные линии для того, чтобы убрать лишнюю угловатость, придать ему большую гладкость. То же самое мы проделаем со всеми ножками. Оленя мы уже практически собрали, теперь нам понадобится жгутовая веревочка. Жгутовой веревкой нужно обмотать каждое копыто спиралевидно от основания до заканчивания его сверху. Также сделаем это с мордашкой и хвостиком. Ушки я буду крепить не на главные лекала, но вспомогательные рядом с ними. Ушки я уже установила, теперь пришло время приниматься за наши рожки. Рожки я сначала хочу обмотать ниткой. Обматывать буду тоже жгутовой веревкой. Конец жгутовой веревки обязательно нужно крепить силиконовым клеем и периодически, чтобы не сползал. Рожки крепим к основному главному лекалу, а ушки на вспомогательные. Жгутовой веревочкой я уже обмотала копытца, хвостик, мордашку и рожки. Теперь надо это все закрасить золотой хромовой краской. Ну вот, друзья, мы и покрасили нашего оленя золотой спрей краской. Покрасила я ему и рожки, мордочку, хвостик и копытца. Результатом я уже довольна, но это еще не конец. Остался завершающий штрих, и для этого нам понадобятся вот такие вот ниточки золотые, травка. Ниточку узелком мы фиксируем в любом месте за проволочку и начинаем обматывать, как вам только захочется. Чем беспорядочнее, тем лучше. Но тут вам без клея силиконового не обойтись, потому что ниточка сползает к основанию. Нужно крепить. Для этого я нанесла всего 1 капельку. Но этих капелек нужно будет проделать немало, периодически фиксируя нить. В принципе, процесс понятен.
Я продолжаю обматывать, а вы смотрите, что получилось. И вот он, наш красавец-олень. Посмотрите, как он у нас вышел блестящий, красивый, мой праздничный. Остался завершающий штрих. Украсить его гирляндой. Вот такие гордые олени сейчас украшают мой декор в комнате. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс. Он окажется для вас очень полезным и подробным. Если так, то обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте пальчик вверх. Мне будет безумно приятно знать, что вам мое мастерство понравилось. И до новых встреч, до новых интересных DIY. Пока-пока, с наступающим!